Друзья, приветствую на канале. Сегодня разговорное видео. Разговорное, потому что я хочу вам рассказать. Я перешел на кето-рецепты, перешел на низкоуглеводные рецепты, потому что я не употребляю сейчас сахар, не употребляю муку. Мне очень нравится, как это на мне отражается, мне нравится, как я себя чувствую. Я чувствую себя просто замечательно и много плюсов от того, что я полностью ограничил сахар в своем рационе. При этом я до этого соблюдал кето, но кето оно мне не подошло. Это все связано с тем, что я нацелен на рост мышечной массы. Мне очень важно добиваться каких-то определенных результатов. Если у вас нет такой цели, как наращивание мышечной массы, то, конечно, соблюдайте кето. Мне больше подходит низкоуглеводный рацион, поэтому я использую именно низкоуглеводный протокол в своем рационе. Но даже если вы, например, не придерживаетесь кето, например, не придерживаетесь низкоуглеводного рациона, употребляете сахар, то я вам скажу, что кето-десерты, кето-торты, которые я готовлю, они безопасны, в разы лучше насыщают, нежели традиционные рецепты, потому что там нет такой комбинации сахара и жира, которые заставляют еще употреблять, и появляется и нет чувства насыщения. У традиционных это очень часто. То есть вроде как поели, а потом через часа два еще захотелось что-то закинуться. В кето-десертах такого нету, они хорошо насыщают, и у них минимальный инсулиновый отклик, то есть у вас не будет чувства голода, вы будете всегда сытыми и в хорошем расположении. Также какой плюс, то что я отказался от сахара, это все связано еще с тем, что значительно улучшилось, но я это по себе чувствую, моя кожа, потому что в некоторых местах она была проблемная, у меня перестали кровоточить десна, и сон, конечно, нормализовался. Часто меня спрашивают, вернусь ли я к традиционным рецептам, почему я сейчас их вообще не делаю. Я их не планирую делать, не планирую снимать, и это все связано не потому, что я настолько знаете, прям ограничил сахар, что все, я его опасаюсь. Нет, я где-то могу что-то подъесть, но я это делаю в минимальных дозах. Но связано именно с тем, почему я не делаю традиционные рецепты. Это все связано с тем, что если я готовлю, я хочу это есть. А если я и ем, то я не могу съесть, например, маленькую дольку чего-то, знаете, вот так вот, и все, и успокоиться. Нет. Я вот эти полудозы, полумеры, это не мое. Если нужно съесть хороший, знаете, кусок, я его съем. И я не буду есть, например, выпечку, которую я не готовлю. То есть у меня был опыт уже, негативный опыт, когда я несколько раз пробовал готовить традиционное что-то с сахаром, но при этом находился на кето и знал, что я это есть не буду. И в конце у меня было такое чувство неудовлетворенности. Я был настолько в этом плане раздраженный, что я понял, что, в общем, традиционно я больше не публикую, больше не снимаю. В любом случае, по традиционным рецептам, если у вас остаются вопросы, вы меня спрашиваете, я всегда вам отвечу по традиционным, как там, конечно, подскажу. Потом еще я говорил много раз по сахару, по продуктам, содержащим сахар, особенно если это фрукты. Сильная отечность, я даже показывал себя в камере, я говорил, что вот, посмотрите, я сейчас такой, и после этого я буду соблюдать питание без сахара, и у меня действительно вся вода, вся жидкость она сошла, поэтому мне очень нравится, как выделяются пропорции лица, то, что нет вот этой отечности, не просыпаешься вот с этими мешками бесконечными, это большой плюс, и мне все нравится, мне нравится, как сейчас я выгляжу. Мне нравится то, что сахар перестал негативно влиять на мою внешность и на мое пищеварение. То есть раньше было различные вздутия, какие-то определенные движения. Сейчас такого нету. Сейчас я стараюсь придерживаться рациона с минимальным содержанием сахара. Кепку, наверное, не буду одевать. Пусть меня вот так и видит. На тренировке, кстати, вообще, друзья, я себя чувствую именно хорошо на углеводном питании, на углеводном процессе. На кетозе такого нет. На кетозе все равно чувствуешь определенную слабость, вялость. Углеводы хорошо поднимают, но именно
Я вам скажу, как мой рацион состоит. То есть у меня рацион идет именно белковый. Белковый это после тренировки. Потом в следующий день, когда у меня наступает отдых, и у меня идет белок, углеводы не такие сложные и немного жира. И все. Но при этом я не употребляю ни сахар, ни глютен, ни муку. А потом, когда уже тренировочный день, прямо перед тренировкой, я могу позволить что-то съесть, ну, какой-нибудь протеиновый батончик, например, да. И мне это нравится, мне это заряжает. Я чувствую себя комфортно. У меня есть энергия. Этой энергии у меня не было, когда я соблюдал четко кето, когда я был четко в кетозе. У меня был еще такой, знаете, режим, это карнивор. Карнивор – это типа плотоядная диета, когда ешь только мясо, птицу, рыбу и яйца. Вот, у меня вот такой был рацион. И у меня, я вам скажу, еще был, почему, я вам скажу, у меня был депрессняк на карниворе. Я только потом узнал, что это нехватка триптофана. Триптофан – это та самая молекула белковая, которая является основоположником серотонина и дофамина. В общем, вот эта молекула, она очень важна. При ее нехватке у вас будет депрессия. Больше всего она находится в молочке. Различная сметана, молоко, йогурты и прочее. То есть творог, вот это все, сливки, оно должно быть в рационе. И когда я включил молочку, о боже, я расцвел. Я почувствовал прилив сил, прилив какой-то радости. Я понял, что мне не хватало триптофана. У меня даже улучшился сон, потому что без триптофана мне снились постоянно кошмары, я не мог уснуть. И на карнивор мне было очень сложно. И когда я включил молочку, мне стало значительно легче. Но когда я слез с карнивор, слез с кето, ушел просто в низкоуглеводное питание, я вообще почувствовал себя просто офигенно. Я сейчас себя чувствую офигенно, потому что достаточно просто не есть сахар и не есть муку, и все. То есть не нужно придумывать что-то для себя сложное. Но также я вам хочу сказать, будьте очень осторожны с фруктами и будьте осторожны со сложными овощами. И с овощами, которые могут вызывать движение в кишечнике. Есть такая диета, называется ГАРП. Вот там четко даны рекомендации для тех, у кого проблемы с усвояемостью растительных продуктов, их надо исключать. То есть культивирование, до чего дошли наши фрукты, они сейчас сверхсладкие, сверхяркие, сверх такие насыщенные. Это не те фрукты, которые были много лет назад, поэтому с ними нужно быть максимально осторожными, и я их вообще не употребляю. То есть у меня именно от фруктов очень негативная реакция. Я фрукты практически вообще никак. Я и по вкусу к ним спокойно всегда раньше относился. Но и как вы только если исключите фрукты, вы поймете, что у вас ЖКТ успокоился, вам станет значительно легче, у вас будет значительно лучше усваивается мясо, рыба, все, что вы употребляете. То есть фрукты желательно избегать, а ягоды еще можно оставить. Опять же, это моя рекомендация. Я не призываю никому следовать. Я просто говорю, что есть продукты, которые я сильно отсекаю, которые у меня вздутие и прочее. Мне это не нравится, я это никогда не буду больше употреблять. Я не буду это употреблять. Либо это буду стараться максимально ограничивать. Вот такие вот дела, друзья. Также касается овощей. Будьте осторожны. Почему я говорил по поводу Берга? Будьте осторожны по рекомендациям Берга. Там очень много дичи, которую он выдает за какие-то основы. Я согласен с теми, кто говорят, что вот мне на протоколе Берга было легче. Да, вам стало на протоколе Берга легче, потому что вы брали весь мусор, вот вам стало легче. Если вы следовали по протоколу другого кето, какого-нибудь, вам вот также было бы легче, может даже бы еще легче, потому что там не было этих бесконечных салатных тарелок, которые также вызывают движение в ЖКТ вашем. Вот эти вот крестоцветные, бесконечные, какие-то капусты, салаты, кейлы и прочее. Будьте с этим осторожны. То есть я как готовлю, например, вся моя зелень проходит термальную обработку.
я готовлю обязательно, чтобы была обработка. Если там остается много жидкости, много мякоти какой-то, значит вам движение, значит размножение патогена микрофлоры будет очень активное. Есть даже такое понятие, как проницаемый кишечник, раздраженный кишечник. Это все возникает от того, что микрофлора, которая должна обитать в толстом кишечнике, она перелазит в тонкий кишечник. То есть фактически вы закормили свой ЖКТ растениями. Я не рекомендую этим заниматься. Из тех, кто говорят, что нужно кормить полезные бактерии, нет. Их не нужно кормить. У нас нет полезных бактерий, у нас есть просто бактерии, которые помогают нам расщеплять продукты. Но если вы хотите жить, чтобы кормить ваши бактерии, ради бога, живите, чтобы кормить бактерии. Я, например, хочу кормить себя. Я не хочу кормить то, что, например, у меня в ЖКТ находится. Я себя чувствую некомфортно с этим. Я себя чувствую значительно комфортнее, когда у меня нету вот эти бесконечные усваиваемые клетчатки. По клетчатке я говорил, ограничьте, либо полностью уберите усваиваемую клетчатку, оставьте, которая неусваиваемая клетчатка. Неусваиваемая клетчатка – это клетчатка, которая не усваивается микроорганизмами, бактериями и патогенами. Вот эту смело оставляйте, прям даже не задумывайтесь. А все, что которое усваиваемо, либо ограничьте, либо убирайте. Либо делайте так, чтобы оно все проходило термическую обработку. Я всегда, когда готовлю, у меня курица, мясо, там что, неважно, если какая-то овощ, перец, там какой-то кабачок, у меня всегда все порезано, все обязательно проходит максимальную термическую обработку. Морковь, свекла, все проходит термическую обработку. Чем сложнее овощи, тем больше возможностей, что он принесет вам вред, потому что такие овощи, они отличный субстрат для размножения патогена микрофлоры. Эти овощи, они не только размножают патогены микрофлору, они еще сами по себе обладают, они в себе носят много фитотоксинов, которые и клетчатки, которые набухают при попадании в желудок и не дают аминокислотам попасть в мышцы, в организм, в клетки. Чтобы все это убрать, друзья, проубирайте это все, убирайте, вы почувствуете, какая у вас тонкая талия, как вы себя чувствуете хорошо, у вас не будет газов и все прочего. Мне говорят, ну а как же запоры? Ну запоры, я же не говорю, убирайте всю клетчатку, вы оставляете неусваиваемую клетчатку. Посмотрите в интернете, забейте, что такое неусваиваемая клетчатка. И все, и у вас не будет никогда никаких запоров. А все, что касается усваиваемой клетчатки, вот этих вот сложных овощей, вот это все я не рекомендую. Поэтому Берга я не рекомендую как профессионального диетолога. Он вылечил, согласен, тысячи людей вылечил только лишь потому, что многие перешли из высокоуглеводной еды в низкоуглеводную. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, мы там очень много интересного обсуждаем в нашем телеграме. Вы можете также публиковать свои работы в телеграме. Я часто эти работы из телеграма перекидываю в сообщество в YouTube. Вот девочки, которые делали, им приятно посмотреть было то, что я из телеграма все видят на YouTube. Так что хотите похвастаться своим тортом, подписывайтесь на мой телеграм и отправляйте свои работы. Также можете там общаться, там ребята, мои подписчики общаются по питанию, и по диетам, и по кето, и по рецептам, по продуктам. То есть рады вас видеть. Как вам, кстати, моя прическа? Я сам побрил, я взял машинку, все сбрил полностью, здесь брил, все сбрил подчистую. Вот здесь только оставил вот этот вот веник этот. Я понял, что я не хочу пользоваться услугами парикмахерских, мне не нравится все это потребительство, мне вот это вот нравится, то, что я сам могу себе сделать, чтобы никто ко мне не прикасался, и то есть и деньги экономятся, и смотрите, вообще это классно, независимость такая, да. Я назвал этот стиль боевой петушок. Да. Я еще так сильно не нарастил, как обычно. Но я фотки выкладываю, там у меня набухшие мышцы. Сейчас уже они так, когда я прихожу, не сдуваются у меня. Но я все равно стараюсь поддерживать массу. И все-таки я вам скажу, что я заметил, что низкоуглеводка, она сильнее раскачивает мой метаболизм. Я становлюсь такой весь
Не то, что там вальяжный лев, а вот такой активный, как горностай, мне это нравится. Мне нравится чувствовать себя мобильным хищником. Не прайдовским, а именно мобильным одиночным хищником. И поэтому, друзья, спасибо. Спасибо вам всем, кто поддерживает каналы. Я ценю вас, ценю ваши комментарии. У меня уже так темно здесь стало. Я нашел, когда записывать. Надо было свет включить, но я что-то не подумал.